Всем привет, меня зовут Герман. Что есть истина? Истина. Поиск истины. Какие-то слишком высокие слова для современного человека, для человека эпохи постмодерна. Или некоторые считают, что сейчас уже эпоха постиронии. Действительно, поиск истины – это слишком высоко. И даже в среде людей, которые интересуются философией, философскими темами, существует вот это вот ощущение, когда слушаешь, когда читаешь тексты, возникает вот это ощущение, что ты попал где-то в игру в бисер. Но нас, те, кто собрался вокруг этого небольшого проекта Theology Education, нас интересует суть вещей. И слово «истина» нас не пугает. Не в том смысле, что истина – это какое-то то, чем мы обладаем, что это какая-то, не знаю, какая-то выкристаллизовавшаяся вещь, как дубина, которой можно размахивать и всех прищучивать. Этим занимаются идеологии, вот они используют истину. Даже религия опирается совсем не на это. Но это отдельная тема. Истина, громко, пафосно, слишком, я бы даже сказал, звучит как-то архаично, по-древнему. Это греки искали истину, а мы... Хотя на самом деле, даже философ Хайдеггер, который, в общем, практически почти наш современник, и это автор вполне секулярной эпохи. Но тем не менее, когда читаешь его тексты, когда сталкиваешься с ним, нету вот этого ощущения, какое бывает, когда читаешь современных авторов или слушаешь речи людей или какие-то интервью, беседы, интересующихся философией или околофилософских людей, или называющих себя философами. Далеко не все. Очень много как раз людей другого плана, которые говорят об этом по-другому, но существует такая волна, которую я бы назвал, не то чтобы псевдофилософией, но там, где нету вот этого желания на самом деле заглянуть за суть, заглянуть в суть вещей, а скорее же любовь к красиво изреченной мысли, любовь к каким-то интересным идеям. Это, знаете, напоминает как бы вытаскивание из корзин каких-то цветов. Да, и вот вытащили такой цветок, вытащили этот цветок, вытащили этот. И это такая радость для умного человека. Вот разложил эти букеты цветов, и ты во всем этом купаешься. Философия на самом деле вообще не про удовольствие, какое-то ни было. Скорее, Диоген с фонарем, какое там удовольствие, да? Или Сократ, который бесконечно ходил по улицам, докапывался до прохожих. Все это нет, это не про удовольствие. Поиск смысла, того, что на самом деле от смысла, это другое. Конечно, может быть, когда человек что-то для себя открывает, он получает истинное наслаждение и истинное удовольствие, но суть не в этом. Мой призыв к вам, к нам, ко всем – задавать неудобные вопросы. И прежде всего, эти неудобные вопросы задавать самим себе. Потому что зачастую мы не знаем даже тех вещей, которые нам кажутся понятными и известными. Мы живем в этом мире, приспосабливаемся, устраиваем свою жизнь, быт, но этим жизнь не очерчивается, не заканчивается, она и не начинается этим, и не заканчивается этим. Не нужно бояться истины. Не нужно думать, что это отжившее, пережившее. Нужно задаваться
задавать сложные вопросы и прежде всего самим себе. Потому что зачастую нам кажется, что мы знаем, но на самом деле даже вещи, которые нас окружают, лишь кажутся нам понятными. И вообще мы ищем, в том числе в интернете и на Ютубе, мы ищем ответы на вопросы. Но очень важно, зачастую гораздо важнее, это задать правильный вопрос. И в первую очередь задать правильный вопрос самому себе. Иногда это бывает важнее, чем сам ответ. Вопрос, вопрошание. Из вопроса родилась философия. Она родилась из вопроса, что есть вода, что есть воздух. Фалес Милецкий. Вопрос, что есть, то есть есть. А теперь, а что такое есть? То есть философия началась с вопроса о бытии. Что есть? Что существует? Что есть вода? Потому что нам кажется, что все, что мы видим, все существует. Но зачастую даже у нас бывают такие состояния, когда у нас возникает ощущение, что нас как бы нет. В опыте человек всегда испытывал ощущение, что жизнь, она не одинакова. Как сказать, концентрация жизни в моменте бывает разная. Вот это и можно назвать бытием. Это просто примитивно слишком. Но что есть? Я существую? Существую ли я в этот момент? Есть ли я? Если даже это не так просто понять, то уж относительно остальных вещей. Поэтому правильно поставленные вопросы – это очень важно. И давайте вместе будем идти этим путем. Давайте будем ставить эти вопросы, не бояться ставить вопросы. Иначе мы и так будем блуждать бесконечно в потемках этого страшного мира, в котором мы живем. Он ведь действительно страшный. Кто бы мог подумать, что все, что происходит сейчас, вообще может случиться? Этого не должно было быть. Разбитые, уничтоженные судьбы людей. Давайте будем вместе. Давайте будем задавать друг другу вопросы. Давайте будем двигаться вместе дальше к какому-то светлому миру. Да? Это